Всем привет! Вот такой вот генератор был на ремонте. К сожалению, заснять сам процесс не удалось, так как нужно было быстро его собрать. Расскажу предысторию. Значит, данный генератор принес сосед. С его слов была озвучена такая проблема, что обороты плавают, то есть троит вроде как двигатель, хотя он одноцилиндровый и в принципе троить не может. Но в общем-то мы понимаем, что была нестабильная работа двигателя с перебоями там, в общем-то непонятно. Проверить это мне не удалось, потому что он принес уже его разобранный, был снят бак, была снята головка, глушитель, то есть они попытались сами его сделать. Думали, дело в головке, прикупили вот новая голова, вот такая вот короткая свеча включена, хотя это неправильно. Ну да ладно, собирали они, пытались запустить, не запускается, опять разобрали. И, в общем-то, в разобранном полностью состоянии принесли мне. Так, сейчас покажу, что я сделал по двигателю, а дальше уже расскажу, в чем конкретно была именно причина. Итак, по самому двигателю. Головку оставил родную, то есть она была в отличном состоянии, седла отличные, клапана не прогорели, там без нагара. Направляющий также в отличном состоянии. Единственное, я на ней притер клапана и поменял сальники. Все. В остальном особо никаких работ по ней не проводилось. То есть все здесь отлично. Установлена новая прокладка, которая у нас идет между цилиндром и головкой. Вот такая вот. И все затянуто с нужным моментом. Итак, дальше по карбюратору. Значит, здесь у нас стоит одна прокладка, затем у нас стоит теплоизолятор, вторая прокладка, карбюратор и еще одна прокладка. Ну и сам фильтр-бокс. Здесь у нас была заменена прокладка одна, вторая, то есть самые основные, которые могут подтягивать воздух. Также была установлена новая свеча нужной длины. Вот, и немножко были отрегулированы вот эти вот пружинки, одна и вторая, потому что изначально, видимо, крутили, она была сильно ослаблена, из-за чего плавали обороты. То есть сюда лучше не лезть, то есть разобрали и оставили как есть. Не крутите лишние винты, если вы не знаете, для чего это нужно, потому что потом настроить это будет не так уж и просто. Ну а теперь расскажу, в чем же на самом деле была проблема нестабильной работы данного двигателя. Итак, снимаем вот этот вот сапун. Вот здесь на карбюраторе у нас имеется вот такой вот винт, который подпирает саму вот эту вот дроссельную заслонку. Значит, откручиваем его, запоминаем, сколько было примерно. Так, убираем. И под данным винтом у нас находится вот такая вот пластмассовая штучка. Поддеваем и вытаскиваем. То есть это у нас вот такой вот пластиковый жиклер. Он отвечает у нас за холостой ход. И имеет он маленькое внутри отверстие. То есть некоторые его продувают, и, собственно, работа двигателя стабилизируется, да? Но здесь у нас на самом деле три причины нестабильной работы. Вот именно из-за вот этой вот пластиковой детали. Первое, это забивается сам жиклерчик. Здесь мелкое калибровочное отверстие. Вторая проблема, это у нас подсасывает воздух по вот этой вот резинке. То есть она может где-то у нас треснуть, либо вообще оборваться. И также подсасывает по верхней вот этой вот резинке. Поэтому здесь за этим внимательно следим. И третья проблема, это то, что вроде бы у нас резинки целые. Вот сейчас покажу. Вот он, старый этот жиклерчик. Сейчас покажу. Так. Вот. Резинки целые, то есть никаких повреждений нет. Жиклер был чистым. Но вставляется он, смотрите, раз, очень легко. То есть никакого уплотнения нет. То есть третья причина следующая. Эти кольца у нас резиновые могут быть целыми, но они потеряли свою упругость, то есть они не уплотняют.
посадочное место, за счет чего у нас также происходит подсос воздуха. Вот, поэтому здесь у нас на жиклере нужно не только чистить отверстие, но проверять резинки на целостность и на то, как они в принципе сидят в своем посадочном месте. То есть данный жиклер должен заходить плотно. Здесь у нас этого нет, поэтому был заменен полностью данный жиклер. Для замены покупаем вот такой вот ремкомплект. Отдельно данные жиклеры я не нашел. Стоит он в районе $2, но в принципе можно обойтись вот таким вот набором уплотнительных колец, подобрать по диаметру и заменить. Так что вот так вот, проблема была всего лишь в данном жиклере, а человек по незнанию разобрал пол двигателя. Ну и также потратил деньги на новую головку, на прокладки и так далее. Поэтому если вдруг вы решите сами попытаться отремонтировать данный двигатель, старайтесь начинать именно с самых таких простых вещей. Посмотрите, в каком состоянии прокладки, не повело ли теплоизолятор, то есть чтобы не было подсоса. Посмотрите, проверьте данный жиклер, посмотрите пружины, не слетела ли какая-либо из пружин. То есть не нужно сразу лезть, именно снимать головку и что-то там менять, пытаться сделать. Чаще всего на данных двигателях проблема как раз таки именно в вот этой вот зоне. Именно карбюратор, где-то что-то подзабилось, жиклер забился, либо резинки подсасывает воздух, пружина слетела, либо растянулась, там просто перекинете на нужное отверстие, поднатянули, все. Ну, собственно, вот как-то так. Сейчас все установлю обратно и заведу, покажу, как он должен нормально работать. Так, заводим, проверяем. Новый жиклер, новые резиночки, новые прокладки. Болгарка на 1400 Вт. Проверяем. Ну, в общем-то, все работает. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.